Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, вы когда-нибудь задумывались о том, что за каждую нашу душу, за каждую нашу мольбу, просьбу, за исполнение этой просьбы идет целая битва между эгрегорами? Силовые поля, более древние, которые мы привыкли называть языческой силой, а на самом деле это древняя вера, архаическая вера человека. Новые эгрегоры – это религиозные эгрегоры, энергетические поля, которые во многом основываются на более древнюю веру, но на основе этого создали свою. Силовые поля, быть может, созданы человеком в духовной сфере. Хочу вам сказать, что некоторые путают, например, структуру и эгрегор. Вот можно ли назвать, предположим, там, судебную систему эгрегором? Нет, это структура. Она искусственно создана человеком. Это не эгрегор, это структура. И не относится она к духовной сфере, она относится к сфере человеческих потребностей. Кто-то с кем-то судится, кто-то на кого-то пишет, кто-то там в ответ пишет, и люди защищаются и так далее. Можно ли назвать, например, МВД эгрегором? Нет, это структура. Оно создано искусственно, он может перетерпевать изменения, даже название можно менять, эмблему и так далее. Эгрегор – это силовое поле, и оно относится только к духовной сфере человека. То есть религия, философия, магия. В магию входят там различные направления, тот же шаманизм, там, различные, жречество и прочее. В религиозную сферу эгрегор тоже входят различные направления. Есть, например, определенные такие начинания, нововведения, которые пошли из религии, но ушли в магию. Те же самые христианские заговоры, так называемые, да, на основе христианских обращений к христианским силам. Вуду. Есть шаманизм вуду, религия вуду. Это поклонение предкам, поклонение природе. У меня есть тема вуду, если кому интересно, откройте, послушайте. Но в то же самое время, кроме того, что есть жрец вуду, служитель культа богов, есть шаман вуду, он уже колдун. То есть есть два направления. Жрец вуду, он передает желания людей и просьбы людей, он как посредник между людьми и богами, а шаман вуду непосредственно влияет на судьбы людей, манипулируя энергиями с помощью своих знаний, чтобы менять что-либо в жизни людей. Видите, сколько различных эгрегоров. Философский эгрегор, музыка – это эгрегор, да. Это очень мощный, великий, древний эгрегор. Музыка – это изначально призыв духов. Это изначально звуки, которые издавались для того, чтобы привлечь внимание сил в свою сторону. Музыка относится к духовной сфере, поэтому это эгрегор. Но это все относится к духовной сфере человека. Можно делить различные там варианты. Литература – это эгрегор. Литература – это эгрегор, литературная сила, сила философии, размышления, сила книг. Они несут с собой древние знания. Даже старинные книги, скажем так, не всем безопасно хранить у себя дома, потому что у книг бывают стражники. Чем больше поколений эта книга прошла, тем сильнее от нее влияние. Эта книга может принести и удачу в дом, может принести и неудачу в дом, если не понравитесь вы этому стражнику. Видите, сколько направлений. И все эти эгрегоры хотят заполучить человека себе в услужении. Почему? Потому что мы единственные, единственные посредники, мост
между физическим миром и духовным. У человека есть и физиология, и духовные потребности, его разум, не хлебом единым жив человек и так далее. Это же не просто так сказано. И поэтому наша потребность в духовных ценностях, духовных, скажем, утешениях, оно велико. Мы же не просто так идем в театр, отвлекаемся от повседневной жизни, окунаемся в эти вот высокие вибрации, мы окунаемся в эти все таинства, меняется наше подсознание, там другое сознание, понимаете, мы переходим в некое такое непонятное, но очень высокое такое сознание, и происходит внутреннее самоочищение. Человек образовывается, человек сам себя меняет изнутри. Человек переключается, человек понимает, что кроме повседневных дел, там уборка, стирка и так далее, существует еще великое искусство. Искусство должно воспитывать человека. Не развлекать, а воспитывать. Это сказала не я, это сказал Тацит. Великий философ, историк и летописец. Он сказал, Рим погибнет, потому что искусство перестало воспитывать своих граждан. Искусство стало развлекать граждан. Вот искусство должно воспитывать. Фильмы должны нас воспитывать, как любить, как дружить, как быть великодушным, как быть достойным, как идти воевать и погибать во имя своей Родины. Оно не должно нас развлекать мат-перематом. Оно должно воспитывать в нас высокие ценности. Понимаете? Вот. И вот все эти эгрегоры, все эти силовые поля, они хотят заполучить в себе человека, потому что если ты художник, и ты пишешь картины, и люди восхищаются твоими картинами, и та сила, которая отправила тебя на эту землю и дала эти знания, этот талант, я уже об этом говорила. Вот все, что у вас есть, радуйтесь этому, пользуйтесь во благо и себе, и людям. Но всегда знайте, это не ваше. Как дали, так могут забрать. Цените это и относитесь к этому уважительно. Это не ваше, это вам дали временное пользование. Точно так же, как нам дают во временное пользование наши дома, наши украшения, наши предметы быта. Временно мы всего лишь временные хранители всего этого, потом передадим дальше. Так вот, вот та сила, которая дала человеку этот талант, этот гений, писать картины, реалистичные картины, или красивые, или авангардные, различные есть направления художественные. И вот вы смотрите, восхищаетесь этой картиной, и вот эта вот энергия восхищения Булгакова, помните, королева восхищения, он же не просто так это сказал, он изучал, очень кропотливо изучал все эти оккультные науки, он очень был человек любознательный, и вот во все эти дебри лез. Может быть, это его и спасло отчасти от расстрела, которые многие не избежали в его время. Он более смело писал и говорил, высказывался, и все-таки остался в живых. Во все времена талантливые люди, они всегда подвергаются опасности, потому что есть огромное количество бездарей и тварей, которые с радостью хотят этот талант утопить, понимаете? И вот когда приходят такие времена, не самые благополучные, всегда этим моментом пользуются подонки. Для подонков это такое вольготное время, наступает расквитаться. И вот благодаря этим знаниям, в том числе, Булгаков остался на плаву. Но он говорит вот это вот слово «восхищение». Вот вы смотрите «Девятый вал» Айвазовского. У вас просто ощущение, как будто вас вот тянет туда, в это море, словно это море живое, вот так окаменело просто и смотрит на вас. Вы в восхищении, правда? Изнутри вас выходит эта энергия восхищения. И она уходит к тому эгрегору, откуда пришел этот человек, откуда отправили эту душу, служить им и собирать для них энергию для эгрегора этого. А не существует этой энергии, нашей энергии, энергии мироздания и много еще другое.
Так вот, я об этом говорю в своем ролике «Добро и зло», да, или «Плата за удачу». Можете открыть и послушать более подробно. Так вот, им всем нужно, чтобы человек находился в этом эгрегоре. Вот отправили человека из дьяволического древа, дали ему эти знания тайные. Им не хочется, чтобы человек перешел в иное древо. Самое большее, что они могут потерпеть, это древо богов, но не более. И они будут делать все для того, чтобы ты туда не перешел. Если тебе дано вот это, ты останешься здесь. И твои мольбы и просьбы другим эгрегорам могут остаться неуслышанные. Почему? Сейчас вам объясню. И наоборот. Если, например, ты приходишь с эгрегора определенного, созданного людьми, и вот людьми как бы религии, они приходят людям, но они создают, по сути, через людей создаются, да, так правильно, через людей создаются на земле религиозные эгрегоры. И они были испокон веков, и остались и индуизм, и иудаизм, это все религиозные эгрегоры, которые с помощью людей созданы и существуют. Но, естественно, извне пришло это, потому что сам человек не способен это все создать и все это сделать, и защитить это, и распространить, потому что много было людей, которые свое направление развивали. Да не всех мы знаем, и не все дошли до наших дней. Итак, это для тех людей, которые говорят, что вот я там 2-3 раза читала в месяц заговор, что-то мне не меняется ничего, не знаю. Вот все говорят, а я вот что-то не вижу ничего и так далее. Я вам сейчас наглядно объясню, как приходят духи, помощники от эгрегоров, когда вы их просите, как они приносят вам ответ оттуда, как они вам помогают. В Библии очень многое, естественно, переписано и подогнано именно в библейский мотив. Но, например, древних пророков, в ассирийских текстах пророков, библейских пророков, Захария был, Езекия, Даниил, Самуил, их называли знающими людьми. А в вавилонских, скажем, древних там письменах их называют магами. Ну, жрецами, магами, как хотите. Магия это значительно позже пришло. Просто чтобы вы поняли, моги, оно соответствует названию маг. Например, в армянском языке магия могутюн. А, скажем, жрец или колдун мог. Видите, одно и то же слово. От слова мощь, мощь, могущество. Это арийские народы, и у них очень похожие слова, и корни одинаковые, значения одинаковые, поэтому не удивляйтесь. Так вот, те самые моги, которые в вавилонских летописях обозначаются, это ветхозаветные пророки. Но, естественно, в Библии их называют пророками, и там не обозначается, к какому именно Богу они обращались, точнее обозначается, но мы с вами сейчас не будем это рассматривать, потому что есть очень много различных спорных вариантов, к какому конкретно Богу они обращались. Но в Библии сказано о Верховном, о Господе, который ветхозаветный Бог, да? Мы сейчас не на его персоне будем зацикливать внимание, а на том, что происходит, когда человек о чем-то просит. Пророк Даниил, один из известных, один из знаменитых и великих пророков, который очень многое сказал. Хочу вам сказать, что пророк Даниил в своем книге говорит о том, что выйдет великий князь от семени, значит, Авраамова и соберет вокруг себя народ. И народ его будет многочисленный, как песок в пустыне. И вот много еще там подробностей, как-нибудь об этом мы поговорим. Знаете, о ком говорит Даниил? О пророке Мухаммеде. Он говорит о нем, о последнем пророке, который придет. В Библии это есть. Много людей, которые изучают Библию, может быть, даже и там очень много расшифрованного сказано. Если так, по сути, подумать, это полезная книга. Полезная в каком смысле?
Исторически очень много сведений, как одевались, что ели, какие народы жили, где жили. Значит, дальше. Гора Арарат, вы знаете, да, начало, значит, человечества после потопа великого. Но хочу вам сказать, что совпадает этот рассказ, потому что у многих народностей точно такой же рассказ о великом потопе. Дальше. Вот Даниил. Даниил рожден и жил в то время в Вавилонском царстве, которое позже завоевали персы. В то время еврейский народ находится в очередном плену в Вавилонском царстве. И, естественно, они народ торговый, сразу развиваются, идут вперед. Это многим князьям не нравится. Пытаются их как-то, знаете, угнетать и прочее, прочее. И тут, естественно, выходит верховенство, выходят духовные отцы, пророки, которые пытаются защитить народ и просят своего Бога защитить народ. И устраивает вавилонский царь Валтасар огромный пир, знаменитый пир Валтасара, который нашел свое отражение в искусстве, особенно на картинах, на полотнах. И приглашает туда всех, значит, князей, своих приближенных. И вдруг в разгар пира выходит рука, которая пишет на стене определенные слова. И все в ужасе, все начинают кричать, все, значит, некоторые падают в обморок. И зная, что в его царстве есть такой мудрый человек, знающий человек, Мог, жрец, Валтасар отправляет за Даниилом и приглашает его, значит, расшифровать, что там написано. Он приходит и говорит: здесь написано «Мене текель упарсин», что означает «исчислен, взвешен, разделен и отдан парсам». И Валтасар спрашивает, что это означает? Это означает, что царство твое, дни царствия твоего исчислены, что ты взвешен и признан незаконным, и царство твое будет разделено между медийцами и персами. И в это время как раз приближаются к Вавилону, значит, персидские, медийские войска, которые впоследствии завоевали Вавилон, казнили Валтасара, и с того времени Вавилон будет принадлежать, значит, персидской династии. И при нем Даниил, естественно, заслужил великую славу, потому что узнает, что есть человек, который может расшифровать послание богов, так написано, и что он великий Мог. Вот он в вавилонских этих всех древних, значит, летописях обозначается как жрец, как маг, чародей. Впрочем, как и Соломон таким же считался. Проходят годы, Даниил становится советником при царе Дарии, становится его правой рукой. Естественно, народ Даниила получает очень большие привилегии, возможности. Это вызывает ненависть, зависть, начинают плести козни. Поскольку на нем не было никакой вины и не за что было его казнить или судить, то один из приближенных говорит царю Дарию, что «О, солнцеликий, великий царь, ты есть Бог для своего народа. Издай указ, что поставили истукан твой, и чтобы весь народ упал на колени и молился тебе 3 раза в день». Потому что они знают, что Даниил не будет этого делать, и он служит другому Богу. И вот они нашли повод, наконец-то. А за такое преступление непослушания кидали в ров ко львам.
Это было очень страшное, жестокое наказание, но оно существовало. Итак, персидскому царю Дарию нравится такая идея. Естественно, тщеславный царь, почему бы нет? Пусть поклоняются мне. Приказывает он соорудить истукан из золота. Ставит истукан, и 3 раза в день собравшийся на площади народ опускается на колени и совершает, значит, молитву и поклонение статуе царя как божеству. Но один человек остается стоять, и он не опускается на колени. И человека этого звали Даниил. Но поскольку царь написал указ, что тот, который уклонится это сделать, будет брошен в ров ко львам, естественно, царю негоже отменять свои приказы, ему приходится это делать. И царь приказывает кинуть Даниила в наказание в ров ко львам. Но прежде чем кинуть, должен идти суд. Определенное время. И Даниил начинает молить о помощи. Молит о помощи. Но все идет к тому, что все-таки его должны бросить в ров ко львам. Вроде бы его никто не слышит, хотя он верность сохранял своему Богу. И вот бросают ко львам Даниила. И наутро приходит Дарий, который всю ночь не спал, очень переживал. Открывает сверху, значит, дверцы, которые ведут ко рву. И говорит: ну что, Даниил, слуга Бога живого, помог ли твой Бог тебе избежать смерти? И оттуда Даниил говорит: вечно живи, царь мой. Бог послал ангелов своих, чтобы они закрыли пасть львам, и те не тронули меня. Вот. И он, радостный Дарий, вытаскивает его оттуда, и через некоторое время такой казни подвергаются уже те, которые, значит, были брошены вместо него туда, в этот ров. Там описывается, что ангел пришел и закрыл пасть львам. То есть он их закрыл, оградил Даниила, запретил им трогать Даниила. И он живой поднялся. И когда приходит ангел еще раз, это я повествование Библии вам говорю и объясняю вам, что в Библии, конечно, написано под манер ветхозаветный. Учитывая, что Даниила еще назвали жрецом Могом, то есть к кому он обращался, там не говорится, но приписывается это, конечно, ветхозаветному Богу. Мы сейчас не его обсуждаем, а вот именно случаи, почему так происходит. Смотрите. И ангел еще раз приходит к нему и приносит ему пророчество, что будет ожидать царствие, что будет. До сих пор его пророчества сбываются, Даниила. И он говорит: я просил и молил 21 день назад. Почему меня не слышали? Почему меня все-таки кинули ко львам, и последнюю секунду ты пришел? И ангел ему отвечает: о, Даниил, когда ты просил, твоя просьба была услышана, и меня отправили к тебе на защиту. Но когда я шел к тебе, то я встретил духа, темного духа, который охраняет князя персидского, который против тебя, и мы с ним сражались. Он не пускал меня к тебе, чтобы я тебя не защитил. И только когда 21-й день настал, и я смог его одолеть, я успел прийти и спасти тебя. Вот теперь подумайте. Значит, Даниил просил, но ему моментально не пришла эта помощь. Она пришла через некоторое время, когда тот посланник или ангел, как хотите называйте, сражался с духом, с хранителем персидского князя, который против него был и выступал против него. Если так расшифровать на нашем языке, значит, на Даниила начитывали что-то, делали что-то, какие-то манипуляции, магию наводили на него, чтобы его не смогли защитить, чтобы его погубили. И этому ангелу, этому посланнику пришлось с этим духом сражаться, чтобы добраться, чтобы прорваться и дойти до Даниила и спасти его. Понимаете, о чем речь?
что вот один дух хотел его загубить, ему дали такое задание, а другой, услышав молитву и будучи отправленным ему на помощь, пришел спасти Даниила. Но чтобы прийти к нему, ему надо было прорвать это кольцо. Нужно было сражаться с этой силой, которая была настолько велика по силе, что 21 день ему пришлось с ним биться, пока он не дошел до Даниила и последние секунды в ров ко львам и спас его. А теперь подумайте, вот вы говорите, например, если вам интересно, как работает ведьма. Вот, предположим, некая сила, которая от рождения рядом с вами ходит и вредит вам. Некая сила, которая наведено. А иногда несколько сил. Человек рождается с печатью, еще ему что-то наводит по жизни, еще у него нету благословения родителей, набирается вокруг этого человека огромное количество темных сил. И ведьма, как тот самый посланник, который приходит, откликается на мольбу, ее сила, ее посланники, ее духи, которые невидимы, но существуют, они должны сражаться с этими силами, чтобы прорваться до вас и очистить, убрать их с вашего пути, чтобы у вас жизнь поменялась. Идет невидимая битва. Вот эти темные духи, которые питаются вашей энергией, вашей болью, страданиями и так далее, вашими жизненными силами, соками жизненными, они не хотят уступать, они не хотят отдавать вас. И поэтому ей приходится начитывать, читать, очищать, значит, свечой проходить, что-то еще, разные манипуляции, чтобы убрать эту. И чем сильнее, чем более, скажем, из рода в род переходящее что-то, например, родовое проклятие, то же самое, это та самая сила. Все эти проклятия, все эти энергии, которые мы говорим, там, такие губительные энергии, это ж не дым какой-нибудь, не туман, это духи. Духи, которые приходят и не дают, вот окружают человека, и не дают этой удачи прорваться к нам. Вот смотрите, человек неудачлив по жизни. Он родился в не очень хорошей семье. У него тысячи проблем в роду. Вот вокруг него эти темные духи. Приходит человек, берет мою работу, начинает призывать, например, фортуну. Я вам говорила, что фортуна же не сама спускается, и не статуя вам помогает. Слова, которые вы говорите, призывают у нее, просят силу, ту самую силу того самого посланника, который придет, поможет вам и даст вам эту удачу. И приходит эта сила фортуны и видит вокруг вас это кольцо. Она должна прорваться к вам. И для того, чтобы она могла до вас добраться, вы должны ей все время дать эту энергию. Даже если первый раз сделали, не получилось. Второй раз сделали, не получилось. Вы должны постоянно долбиться в эту стену, дать энергию этой силе, чтобы она не отвернулась и ушла. Вот вы попросили, ой, ну не пришло через два дня. Ну ладно, значит, не работает. А вот целенаправленно, если вы что-то хотите, попросили, второй день попросили, оно уже пришло, она стоит вокруг вас, вот эта толпа не пускает, она стоит, и она ждет, чтобы вы все время давали энергию этими просьбами, словами, вы должны дать энергию, она сражается за вас, прорывает это кольцо, приходит к вам и дает вам эту силу удачи, которая начинает вас усиливать. Это действует как яд для этих сил. Вот если так сказать, на энергетическом уровне. Ваше счастливое настроение, хорошее. Я же говорю, что когда человек унывает, смотрите мою вот лекцию, там, например, я вам дала, да, доля спасет от недоли. Я вам объясняю. Стоит человеку отчаиваться, испугаться, все, его нить начинает утончаться, начинает рваться, все, его одолеют. А когда у человека прилив энергии, уверенности в себе, вот вера в победу, половина победы. Его никто не победит, ничего с ним сделать не смогут. Вот приходит первая сила, первый посланник от фортуны, вам дает эту уверенность. И от вас источается, уходит энергия радости, которая для этих темных сил вокруг губительна. Вот вы получили первое послание, первый подарок. Уверенность в себе, радость в душе, ощущение, что вот-вот все будет хорошо.
еще раз начинаете призывать. Неважно, какими ритуалами, призывайте. Опять приходит эта сила. Теперь приходит уже другой посланник, более сильный. И вот эти вот силы вокруг вас, они уже слабее стали, потому что вы просите, просите, просите. Она за вас сражается, прорывается к вам, опять приходит. Вот на сей раз приходит, приносит денежную удачу. О, получилось. Еще больше отдаете эту энергию радости, прям источаете эту энергию вокруг себя, что действует на этих темных сил губительно, потому что они питаются вашей болью, страданиями. Энергия радости их выгоняет вокруг вас. И вот несколько месяцев труда, и вы прорываете это кольцо. Они уходят от вас. Либо стоят рядом, уже не могут так сильно навредить, как раньше. И теперь вы просите, оно приходит. Почему люди говорят, вот чем, вы знаете, вначале было трудно, а потом как пошло, и все уже получается. Упорство. Вы пробили эту дорогу для той силы, которая пришла к вам на помощь. Она пришла вам помогать, как Даниил пробил своими просьбами. Он дал силу, энергию этой силе, которая сражалась за него, чтобы прийти его спасти от этих львов, понимаете? Вот то же самое происходит в вашей жизни. На невидимом фронте идет сражение за вашу душу. Они хотят вас забрать, они хотят уничтожить вас, они хотят сожрать вашу жизненную силу. А вы должны просить, упорно просить. И когда эта сила придет и становится, и вы говорите, вот я чувствую, что сейчас должно что-то случиться, ну ладно, не получается, значит все. Вы не даете ему, она будет стоять, эта сила, некоторое время потеряет энергию свою, отойдет, уйдет. Почему? Потому что вы не подпитали ее, чтобы она до вас дошла и добралась. Понимаете меня? Вот я вам по полкам объясняю. Теперь хочу вам сказать несколько моментов, почему могут некоторые работы не получаться или получаться на полсилу. Эти проблемы в себе найдите, и вы сразу поймете, все станет на свои места. Самое главное человеку, да, для человека, как вот больному знать свою болезнь, от чего, что у него за болезнь, чтобы начать лечиться. Вот понять причину, почему не получается, и начать менять. Начнем. Первая причина, по которой может не получаться, это ваше внутреннее несогласие. Вот вы вроде бы сделали, да, но внутри вас вы не очень с этим согласны. Вот как говорят, по вере вашей дастся вам, да, вы не очень согласны с тем, что хотите сделать. Не то, что не верите, что это, но не очень согласны. Вот вы пришли, взяли ритуал, чтобы мужчина позвонил, пришел, вот у вас тоска. Вы читаете, но внутри у вас есть сомнения. А надо ли вообще тратить на него силы, время? Ну, придет он, но объяснимся мы с ним. И что? Ну, он меня обидел, я не знаю, я смогу с ним дальше жить или нет. Вы вроде хотите, но согласия нет. И ваши действия и мысли не совпадают, понимаете? Вот и все. И поэтому, видя это ваше не совсем согласие, для того, чтобы вы подпитали энергией этот ритуал, и он получился, ваши мысли, действия, слова должны совпасть. Вот я хочу там деньги, начитываю, я представляю, и да, я хочу деньги, я готова их принять, у меня есть много, куда их деть, очень много дел, которые мне нужно, для которых мне деньги нужны. И действия, то есть я и читаю, делаю, и мыслю, и согласна, и хочу получить. Вот вы соединили все эти три стороны вашей силы, энергии, и вот оно как стрелой пошло и ударило в цель. И пришла эта сила вам помогать. А когда внутри у вас несогласие, или вы говорите, например, делаете на деньги, а потом думаете, а вот, ну, придут деньги, а вдруг я, ну, не знаю, придут, опять куда-то уйдут, опять я на какие-то... Может, сейчас не надо, может, я не готова еще принять, а богатство – это все-таки ответственность. Вы вроде хотите, говорите, но подсознательно вы боитесь. И, конечно же, опять вы не можете соединить, энергии не хватает, чтобы эта работа получилась. Вот задумайтесь над этим. Когда вы что-то берете, хотите сделать, на 100% вы хотите это получить? Или вы, посмотрим, получится? Нет, так нельзя делать. Это... напрасная трата сил. Это все равно, как в дырявый колодец лить воду постоянно. Вторая причина – это потеря интереса. Вот если первая причина – это вы внутренне не согласны, не совсем, да, пока уверены, надо вам это или нет.
А вторая причина – это потеря интереса. Вот вы не довели до конца. Вот вы начитали на этого мужчину, вроде он начал звонить, писать, а потом что-то вы увлеклись в сторону, что-то вам какие-то комплименты начали говорить, и вы, да ну его нахер, все. И потом раз опять соскучились по нему, хотите увидеть, думать, ну я же ритуал сделал, почему он не получился? Или получился не в полную силу? Потому что вы интерес потеряли. Вы же не упорно каждый день это делаете, пока добьетесь этого. Вы потеряли интерес. Или не верили, или не совсем думали, что он нужен. Ну, придет, нет, так и ничего страшного. А потом вспомнили, ну, вроде же должен был прийти, а что-то не интерес потеряли. Второе, это потеря интереса. Если вы, значит, не до конца осознаете, вам надо это или нет, и потом вы отходите от этого, то не ждите, что оно у вас получится. То же самое касаемо денежных работ. Вы сделали, первый день не пришел, второй день деньги сразу не посыпались, интерес пропал. Ну, ладно, ну, значит, мне такие пишут иногда. Вот я тот раз шепоток денежный начитала. Я говорю, вы серьезно? Вы один раз начитали, после таких неудач, у вас ничего не получается годами, вы взяли один шепоток, начитали. Это все равно, как, я не знаю даже, вот что там сказать-то. Это как от гангрены выпить аспирин. Ну, я же выпила там одну таблетку, что-то, не проходит. Вы понимаете, для всего есть свои нюансы. Далее. Если вы неправильно осознаете свои проблемы. Вот женщина мне говорит, вот у вас есть ритуал наказать врагов. Вы говорите, что имени назвать нельзя. Почему? Я говорю, потому что вы можете подумать, что этот человек виноват в ваших бедах, а на самом деле он не виноват. И лучше не рисковать, зря как бы на человека не думать плохо и не просить духов кого-то наказать, а просто говоришь, кто мой враг, кто мне вредит, духи сами найдут. Это будет справедливо. Ты ответственность не несешь. Силы узнали, знают и наказали. А вот вы знаете, я точно знаю, что это там моя свекровь. Я начитал на нее, а у нее все хорошо, ничего там на нее не действует. Потому что ты неправильно думаешь, ты не права. Она изначально вызывает у тебя отвращение, у вас нет симпатии, и обязательно ты думаешь, что это она, вот на нее надо читать. И если что-то не случается, ты считаешь, что не сработало. Нет, дело не в этом. Дело в том, что ты сама себе какие-то диагнозы ставишь. Ты сама себе, то есть самовольно решаешь, что это она виновата, поэтому она не наказывается, потому что она не виновата. Вот и все. Ты начитала, она не наказалась. Это сигнал, что человек не виноват. Ты так думала. Понимаете? Неправильный диагноз сама поставила, сама решила и ошиблась. Вот поэтому и не работает на этого человека. Не виноват этот человек. Иногда, знаете, каждый человек, когда дело касается его, он, как там говорят, он адвокат. Когда дело касается других, он прокурор. Иногда человеку кажется, что он абсолютно кристально чистый, а соседи такие-сяки. А потом начинаешь копаться в этом всем. Оказывается, ты тоже хороша. Ты там то мертвую курицу выкинула им в колодец. Я говорю, а почему вы так сделали? Ну, потому что они меня разозлили, вывели. Вот я так сделала. Ну, а чего тогда вы удивляетесь, что, например, они дохлую кошку теперь кинули тебе в огород? Будь справедлива. Значит, признай ошибку и скажи, да, я виновата, вот я им кинула, а не мне, все, на этом пусть Нет, есть такой принцип, понимаете? Нет, я должен до конца идти. Такой упорный, тупой принцип переть до конца, хотя даже ты не права. Вот поэтому, если вы не правы, учтите, что силы вы не обманете. Вы можете при других людях заплакать, нажаловаться, как некоторые в такси садятся, потом начинают звонить этим операторам. Мне угрожают, на меня кидаются, меня били. Это оператор, может быть, не видит это все, может поверить, что это правда. Но ведь мы с вами, зрители, видим по этому регистратору, что вообще этот шофер ничего не сделал, правда? То есть говорить или считать, что перед тобой виноватый, это одно. А на самом ли деле эти люди виноваты, это другое. Вот поэтому, если не получается, сядьте и анализируйте. Наверное, я тоже в чем-то виновата, вот поэтому мне и не помогают в этом вопросе. Дальше.
Подбирайте правильные обряды, правильные ритуалы. Не все подряд, все, что вам хотелось или увидели. Вот, а можно вот я вот от соседей, там одна женщина, что она сказала? От соседей проведу там к этому, к Перуну, что ли. Я говорю, вы задумайтесь, что вы несете? Причем здесь Перун? Перун – это верховное божество, да, он карает, наказывает. Но при чем здесь вот неправильно ты подбираешь обряд, неправильно ты подбираешь работу, ты берешь то, что тебе удобно, легко, или там вот приглянулось тут же, или вот я хочу продать, как одна женщина, продать квартиру, мне от этого какой-то ритуал, я сейчас не помню, честно, к лесным духам, да, можно обращаться тогда. Я говорю, вы понимаете, там совсем другое, там смысл объяснен вам, что лесные духи, поскольку они по миру ходят, они могут создать вокруг человека ажиотаж, новые знакомства привести. Это к другому относится совсем. Поэтому к лесным духам не надо проводить, когда ты хочешь дом продать. У тебя дом же не в лесу. К домовому обращаются для продажи. Даже залежалый товар продать, можешь дом продать. Пожалуйста, правильный обряд подбери на этот случай, у тебя получится. Если идти к лесным духам провести для продажи дома, он не получится, потому что лесные духи, и там прекрасно написано, для чего к ним обращаются. Согласны? Вот о чем речь. Правильно подберите обряд. Далее. Значит, это непонимание, чего конкретно ты хочешь. Вот приходит человек, вот вы знаете, вот у меня там зять должен квартиру получить, помогите, пожалуйста, еще и у дочки там что-то болит, потом с соседями поссорились, потом у нас там судимся с одной женщиной. Там. То есть это непонимание, чего ты хочешь конкретно. И от ведьмы, и от самой себя, чтобы она тебе какой-то обряд посоветовала. Что ты конкретно хочешь? Ты сказала миллион разных дел, нету такого обряда, ритуала, чтобы провести, чтобы все сразу решилось в один момент. Конкретная цель нужна. Ты во Вселенную отправляешь посыл. Я вот хочу вот это. Вот когда, например, государство выдает какие-то определенные суммы для открытия своего бизнеса, да, сейчас есть такая программа. Ты приходишь, ты конкретно говоришь, мне нужна такая-то сумма. Что я хочу сделать? Не знаю. Хочу открыть какую-то мастерскую, фотоателье. И ты расписываешь, что ты будешь делать, как ты будешь это все делать. Если ты убеждаешь местных чиновников, они могут дать добро, чтобы тебе выдали эту суду для работы, для открытия своего маленького бизнеса. Но если ты приходишь и говоришь, дайте мне вот деньги, тебе говорят, а на что тебе, что ты будешь конкретно? Ну, не знаю, ну вы деньги дайте, я там подумаю, может, что-нибудь. Тебе никто ничего не даст. То же самое Вселенная. Дай мне чего-нибудь, вот, чтобы и зять получил квартиру, и чтобы дочка вылечилась, чтобы соседи там подохли, и чтобы деньги пришли. Ну вот, чтобы... Дайте мне что-нибудь такое, чтобы все сразу получилось. Нет. Не получится. Для того, чтобы зять получил квартиру, есть там обряды, там, чтобы не отказали, это когда вы по чиновникам будете ходить, чтобы получилось. Фарт всегда рядом, это когда идешь разговаривать, чтобы получилось их убедить. Если для оздоровления от хвори существует, если от соседей надоедают, есть заговор от лютых соседей, для каждого свое надо подбирать. Поэтому, если конкретно не знаешь, что... Иди туды, не знамо куды, принеси то, не знамо чё. Вот ничего не получится. Хочу конкретно, чтобы получилось вот это. Тогда вот это получится. Понимаете? То есть конкретики нету цели, что ты хочешь. Нет представления, нет реального понимания, что конкретно тебе надо. Далее. Значит... И если ты цель ставишь неправильно. Вот смотрите. Вот я хочу попросить у богов много денег для того, чтобы, может быть, купить вот то кафе. Я еще не знаю, они продадут, нет, но вот я хочу, вот когда накоплю денег, пойду, спрошу, если продают, тогда вот куплю и хочу, чтобы было кафе. Ну вот не дают они мне деньги, я прошу, они... Да потому что это не цель.
Ты не обозначаешь конкретную цель. Вот когда ты пойдешь, спросишь, продаете вы кафе, они скажут, да, почем будете продавать, мебель останется, все это будет и так далее, и так далее. И они тебе скажут, там, не знаю, столько-то миллионов рублей. Вот у тебя есть цель заработать там 5 миллионов, чтобы купить это кафе. Вот тогда дадут, потому что у тебя прояснение в голове, и духи поняли, что ты конкретно хочешь, силы поняли, что тебе надо. Тебе 5 миллионов зачем надо? Чтобы кафе купить, у тебя мечта. Вот тогда они помогут тебе накопить. А если ты говоришь, ну, мне нужны деньги, я не знаю, сколько там это кафе вот стоит, еще не знаю, они продадут, нет. И вот еще потом нужно, чтобы они продавали, вот еще нету цели. Конкретную цель поставь, четкую, в голове, в подсознании, в тонком плане, и оно сбудется. Вот сядьте и подумайте над своими ошибками и поймете, сколько вы совершаете ошибок, поэтому у вас многие работы могут не получиться. У многих получается, они уже поняли. Но есть же люди, которые новички, еще не понимают, как это происходит, поэтому я вам объясняю. Далее. Если у вас не хватает энергии или сил, если у вас депрессивное состояние, поэтому я и даю такие работы, ритуалы, которые сразу поднимают на ноги человека, а потом дальше он уже с новой силой, с новой обновленной энергией, он идет, значит, проводит работы, чтобы у него получались. Если у него нет энергии, сил, бесполезно за что-то браться, потому что у него может не получиться. Потом постарайтесь. Вот сегодня вы чистки делаете, сегодня весь день делаете чистки. На следующий день денежные, значит, все работы должны быть денежные. На следующий день защита, значит, все работы должны быть защита. Не путайте, не перемешивайте эти все энергии. Единственное, что если вы там сыну читаете, например, защиту, или другу, брату, мы знаем, для чего, да, читается сейчас. Это можете, да, вы себе чистку сделали, все, и сели, ему почитали. А для себя определенные направленности. Даже иногда я посоветую несколько дней, например, сделать чистки, несколько дней начитать защиты, несколько дней начитать там на деньги и так далее. Уже объяснила, почему нужно пробивать эту стену. А потом эта стена будет тонкая, они сами будут проходить уже не так сильно. Вот потом люди говорят, вы знаете, вначале вообще не получалось, а потом начало получаться, а теперь даже мне читать не надо. Просто фортуне ставлю чашечку, и как будто меня слышат и понимают, что я хочу, оно само происходит. Вот то самое, что я вам сказала. Сражается эта сила, побеждает, и теперь и коридор к вам открыт. Но стоит вам сказать... Ой, может быть, это все совпало, а может, этого нету. Ой, а может, это нехорошо, что я этим занимаюсь и так далее. Все, этот коридор закроется, и они больше вам помогать не будут. И все время пользоваться, ничего не отдавая взамен, тоже может закрыться этот коридор. Это тоже учтите, потому что все время брать, и ничего никому не сделать взамен. Кошку не подобрать, не пристроить, старой женщине не помочь чем-нибудь. Вообще ничего взамен не отдавать, брать только. Тоже через некоторое время сила перестанет помогать. Далее. И самое главное, когда у вас не хватает целенаправленности и упорства, чтобы довести это до конца. Если упорства не хватает, вообще не беритесь. А то сделайте несколько дней кряду. Уже вот-вот должно получиться, а потом, да ну, устаю что-то опять делать. Вот любой человек, который снимают голосовые, это люди, которые до конца пошли и своим упорством все-таки пробили эту стену. А теперь они просто просят и получают результат. Теперь, я надеюсь, вы понимаете, почему те силы, которые приходят и вам помогают, они за вас сражаются, чтобы исполнить вашу просьбу. Это относится к любой силе. Я вам привела библейский рассказ для четкости ума, но это относится к любой силе. Для того, чтобы пробиться к вам, вы должны для начала есть внегласный закон во Вселенной. Все силы друг друга уважают, но они сражаются за каждого человека. Не обижайте ни одну силу, и от них не получите обратно. Не хотите, не верите, не верьте, но не обижайте эту силу. Эта сила сама существует, есть, и поэтому ее трогать нельзя никакую. Ни религиозную силу, ни силу магии, ни силу там древних верований. Не трогайте то, что не знаете, не понимаете, не касайтесь этого всего. Но силы между собой за каждую душу сражаются.
И ваша просьба – это посыл во Вселенную, это вы даете им право, поскольку силы демократичные, они учитывают, вы имеете право выбора. Пока вы не попросите, они не влезут в вашу жизнь, не будут вас спасать и помогать. В редких случаях, если сила рода может помочь, но и то потом вы сами должны просить об этом. Тем, что вы просите, вы даете им право прийти к вам на помощь. Вселенная открывает врата и пускает эту силу, смотря в какой эгрегор, куда вы обратились. Когда они приходят, они сражаются вначале с той темной силой, которая вокруг вас, которая не пускает, не подпускает до вас. Чтобы дать им энергию, вы должны просить, говорить все время, начитывать. Пусть это несколько дней, пусть это несколько недель продлится, но как только вы этот коридор открыли, теперь вам будет намного легче призывать эту силу, она будет проходить к вам и приносить. По чуть-чуть, а потом больше. И потом раскроется этот портал. Портал, знаете, да, врата, это с греческого, портал. Вот они откроются, и на вас будет сыпаться этот дождь из золота, и потом вы будете думать, а где же это все было? Почему раньше-то не получалось? Потому что раньше не хватало у вас упорства. По каким причинам иногда может не получаться, я вам перечислила. Внимательно послушайте, анализируйте и сделайте правильно, и вы увидите, как все поменяется. Всем удачи!